Всем огромный привет! Рада вас приветствовать на моем канале и начало нового вязоблога. Так, я хочу сначала вас познакомить с новинкой. Я начала делать новый мастер-класс на держатель для пустышек. Это котики. Вот, я их уже оформила как держатели, но не оформляла как в виде там мальчика, девочку. Ну, я имею в виду не без бантиков, я имею в виду там юбочка, шортики, костюмчик, в общем, не одевала, не вязала. Я, честно говоря, долго думала, как сделать лучше, либо же одеть, либо же оставить их вот в таких цветах, просто вязать держатель под цвет игрушки, да, если вы собираете бэби-боксы, либо же связать им костюмчик. Вот на данный момент, 17 ноября, я ищу двух мастериц для теста. Я выпустила уже пост в группе 16 числа, и девочки потихоньку пишут, кто хочет мне помочь. А суть мастер-класса не просто связать игрушку, а проверить на ошибки, на понимание, правильно ли написано, удобно ли вам читается, правильно ли я объясняю, либо понятно ли, либо я объясняю, какие там детальки вывязывать и так далее. Вот, не просто связать игрушку и показать готовый результат, а проверить сам мастер-класс. Пока девочки пишут, кто хочет протестировать, пока идет время, я, наверное, сейчас еще начну вязать одного котика и свяжу, наверное, в виде мальчика, потому что вроде как для девочки вывязать юбочку будет проще всего. Ну, в целом и мальчику там шортики вывязать и кофточку. Ну, в общем, посмотрим, как сейчас будет настроение. Но в целом пока держатели для котика выглядят у меня вот так вот. У меня был связан еще кремовый такой котик, но я не знаю, то ли ниточка попалась такая более плотная, шуршавая, свободная, и котик получился немножко не такого формата, как я рассчитывала. Ну, как, например, вот эти вот. Он немножечко отличается такой, то ли грубой мордочкой, то ли пухленькой. Ну, в общем, мне не нравится. И я его решила оформить как брелочек. Вот. И, кстати, забыла сказать, рыженький котик у меня связан из Alize Cotton Gond, серенький связан из Yarn Jeans, и чуть попозже покажу вам еще одного, это тоже из Gazal Jeans, то есть связала разных котиков из разной пряжи. Так, дальше еще один у меня была попытка номер 2. Я думаю, может быть, крючок не так лег, либо настроение было вязать из этого оттенка, но нет, я связала же повторно такого же котика из этой же пряжи буквально сразу же, но в общем они получились у меня практически одинаковые, и решила здесь вывязать юбочку, трусики с юбочкой, посмотреть, как будет выглядеть. Но за счет того, что юбка пышненькая, лапки смотрятся, как будто сдаюсь, в общем, мне не нравится. Теперь у меня вот есть 2 брелочка. Может, подарю кому-нибудь в подарок. Посмотрим. Там к большому заказу положу. В общем, у меня теперь есть 2 брелочка. Вот. И хочу показать вам, как можно оформлять оформлять маленькие игрушки. Например, кто-то не любит, вязать держатели для пустышек, либо у кого-то нет возможности бусинки вывязывать, покупать в дальнейшем отдельную пряжу для бусинок, и, в общем, не хотят вязать в комплект держатель для пустышки. Люди как бы разные, комментарии тоже разные получаю, что кому эти держатели для пустышки нужны, игрушки очень большие, неинтересно. В общем, хейтеры есть везде, поэтому я не обращаю внимания, но суть остается сутью, и я решила, думала, как можно использовать маленькие игрушки в другом формате. И у меня связался вот этот котик из Gazal Jeans. Мне тоже нравится, как оформилась мордочка, как легла пряжа, то есть они практически одинаковые. Вот, вязала крючком номер 2.
И в целом такие вот у меня получились. Так, отвлеклась. И я решила, что можно оформить его как не погремушка, а просто развивающая игрушка на боковом колечке. Здесь у меня связаны 2 листочка. Один листочек у меня шуршит. На камеру, я думаю, слышно. И один листочек у меня пищит. Вот. А здесь игрушка, которую можно мацать, трогать, перебирать пальчиками. Также моторика рук очень хорошо у малыша развивается. Собака услышала писк игрушки и примчалась. Вот. Вот такая вот идея. Описание листочков я оставлю в группе ВКонтакте. Ну, размер. Как бы листочки могут все связать, здесь ничего сложного нету. Но если кто-то не хочет думать, и такой вот размер для букового колечка 55 в диаметре, то можно связать. И для игрушки хорошо подходит размер. Так, ну на этом пока все. Мастер-класс выйдет в конце этой недели. И можно будет приобретать. Конечно же, будут первые дни скидки, поэтому кому интересна эта тема, собирать бэби-боксики, собирать маленькие игрушки. Также, может быть, кому-то понравится вязать в виде брелочков. Переходите ко мне в группу ВКонтакте. Буду всем вам рада. Так, а дальше покажу вам, какой у меня заказ. Начинаю вязать. Так, я частично собрала пряжу, которую мне нужно для держателей. Вот, в общем, я написала список, какие игрушки мне нужно связать. Мне нужно связать это все держатели для пустышек. Мне нужно связать 21 штуку держателей. Это 7 мишек вот такого формата. Вот шапочка голубеньких. Зайки бежевые с длинными ушками. Вставлю фотографию. Также жирафик девочка. Вставлю фотографию 3 штучки. И 7 штучек жирафик мальчики в голубеньких штанишках. Вот у меня есть. Я 2 штучки уже связала мальчиков. И буду потихонечку вязать. Заказала фурнитуру с Алиэкспресс. Держатели деревянные. Мы выбрали определенные держатели для них. И заказчик выбрал определенные держатели. Мы заказали. Я надеюсь, они успеют прийти. Потому что я заказала уже несколько дней назад. И до сих пор заказ мой собирается. Хотя другие заказы уже отправились. Я делала это все в один день. А именно держатели, которые мне надо прям очень срочно, они собираются. Вот, ну я надеюсь, они успеют прийти, пока я свяжу. Так что вот такой вот заказик у меня поступил. Знаете, вот очень много, когда я только начала вязать держатель для пустышек, ну, я повторяюсь, разные были комментарии, кому-то очень понравилась идея, кому-то нет, кому-то не очень. И тоже такая фраза была, кому нужны эти держатели для пустышек. Ну вот, кто-то комментирует плохие, кто-то пишет плохие комментарии, кому эти держатели нужны, а кто-то заказывает, кто-то вяжет, кто-то зарабатывает. В общем, это заметка для тех людей, которые лежат или сидят на попе ровно, ничего не делают, только вот пишут всякие негативные комментарии. Это, знаете, это, наверное, больше всего минус для вас, потому что больше, на больше, то есть вы не способны. На больше вы не способны только писать плохие гадости. А для меня это большой плюс. Значит, я иду правильно, значит, я делаю все верно. И пусть маленькими шажочками, но мой путь в держатель для пустышек идет в верном направлении. Ладно, буду отключаться. Встретимся с вами чуть попозже. Сделала себе небольшую покупочку.
Купила себе кусочек отреза муслина с другим принтом и вот такую вот радужку. Она недорого вышла, где-то рублей 300 с копейками я нашла. Прям такие осенние оттенки. Как раз, ну, уже все готовятся к новогодним праздникам, но мне захотелось еще запечатлеть последние оттенки осени. Ну, я думаю, зимой я тоже буду фотографировать. а, Фотографировать с таким фоном. Может быть, что-то добавлю. Или какой-нибудь другой кусочек муслина куплю, чтобы были красивые фотографии. Вот, как вам такая идея? Классно. Мне вот еще понравились оттенки, когда попадает в тон. Прям так четко смотрится. Всем привет! Новое подключение. Хочу показать вам свои детальки, которые я уже успела связать для заказа. Сейчас я вяжу 4 держателя для пустышки. Это зайки с длинными ушками. Вот я уже оформила мордочку, вышила все. Так, связала ушки. 4 пары, 8 штучек. Начала вязать лапки верхние. Пока их только 3 штучки. Маленькие детальки не очень люблю вязать, пальцы болят. Особенно, когда начинаешь с 4 там кольца амигуруми, 5 колец. В общем, буду вязать. Подготовила 4 держателя и параллельно уже заканчиваю мастер-класс на держатель для пустышек в виде котиков. Это у меня просто связанный однотонный котик, я уже показывала в начале видео. А сейчас для мастер-класса, в печатном, они у меня так вот. Один такой, я фотки какие-то делаю, какие-то фотки попадаются от девочки. Немножечко, как сказать, торопилась или по запарке взяла крючок номер 2,25, и эта девочка, котик, получилась крупнее, чем крючком номер 2. Я все свои держатели для пустышек вяжу крючком номер 2, чтобы плотность вязания была более тугой и игрушка не была сильно массивной. Вот если взять котиков, если взять крючки разных размеров. Так, немножко отвлекли. Вот это крючок связан кловер номер 2, а вот это вот я вяжу крючок 2,25. И вот такая вот разница получается. Но если даже вы вяжете крючком 2,25, да, нету крючка поменьше, то такие игрушки можно использовать как игрушка на буковом колечке. Я уже тоже вначале показывала. Сейчас, секунду. Вот, можно оформлять игрушки в таком плане. Ушки, шуршалки, да, там пищалка и сама игрушка. Можно даже в игрушку добавить гремелку. А лучше я предложу, я тоже на днях буду, наверное, делать еще одну игрушку, оформлять в таком плане. Только добавлю еще одну детальку. Это так, не та гремелка. Вот. Вот. Я обвязала гремелку. Тоже классно звучит. И можно тоже сделать такой вот держатель, например, да, всякие разные фактурные бусинки обвязать. Между ними сделать обычные бусинки. Сейчас у меня тут все под рукой. Взять обычные бусинки, да. Можно покрупнее, допустим, мне просто поблизости только маленькие. Вот так вот на веревочку, да, соединить, добавить, разные бусинки, в общем. Ой. Интим снимаю. Как-нибудь вот так вот, да, на веревочке собрать и привязать сюда детальку. И будет такая развивайка, да. В общем, много всяких разных идей с бусинками. Просто нужно пользоваться и вязать. Так, в целом, кому на заметку, на идею, можно вязывать такие вот гремелочки. И делать тоже вот такие вот игрушки. Мастер-класс я также буду представлять как пример. А листочки у меня в бесплатном описании. Но в мастер-классе я тоже добавлю, потому что иногда бывает лень где-то заходить, искать, смотреть. Проще, чтобы все в одной кучке было. Вот. Так что вот такие вот у меня пока
процессы вязания. Сегодня у нас пятница, кстати. Так что я думаю, к воскресенью влог у меня выйдет. Наконец-то я войду в режим каждые выходные выкладывать видео. Выкладывать буду везде, где есть соцсети. Поэтому, я думаю, не потеряете меня теперь. На Новый год тоже есть уже планы, есть уже игрушки, которые я хочу начать вязать. Точнее, я уже начала, они у меня все в процессах лежат. Нужно уже доставать эту коробочку и довязывать свои недовязы по игрушкам. Так, ну, буду довязывать также держатели. У меня их 21 штучка, напоминаю. И уже довяжу мастер-класс. Все. Пока на этом все. До следующего подключения. Всем привет! Я тут расположилась рядом с балконом, потому что в комнате, в спальне совсем света нету. И пришлось импровизировать, чтобы вам показать и отснять заключительный кусочек вязовлога. Сегодня у нас воскресенье. И хочется показать, что я связала на этой неделе. Какие процессы у меня есть и какие готовые игрушки, готовые результаты. Так, начну, наверное, я с заказа. У меня для заказа связано 8 болванок, так сказать. Это зайчики, это мишки. Вот, связала ушки, ручки, связала на ножик, пока сил не хватило, начала вязать мишек. Ну, на этой неделе, конечно, можно было связать и больше, но очень много времени уходит мастер-класс. Очень много времени уходит на мастер-класс, на создание, на переоформление, на исправление, на перефотографирование. Чтобы перефотографировать, это нужно связать еще новую игрушку. В общем, целая история. Но я думаю, на следующей неделе у меня уже заказ продвинется намного больше, чем сейчас. Мастер-класс я закончила, и сейчас буду вам его показывать. Так, ну, такую игрушку я вам уже показывала. Я соединила игрушку с буковым колечком и связала к развивающей игрушке пищалку и листик-шуршалку. Вот. Как собирается, как вяжется, я в мастер-классе все указала. Это для тех, кто не любит вязать держатели для пустышек, либо могут собрать также набор и развивающую игрушку, и держатель для пустышки. Держатель для пустышки у меня в виде девочки, деревянная клипса, все на атласной ленте держится. И, наконец, прицепила грызунок. Соски у меня пока нету, кстати, надо будет купить для фотографии какую-нибудь соску и показывать, чтобы люди понимали и имели представление, что это за игрушка и для чего она. Вот. В общем, все в мастер-классе указано, все показано, как вяжется, как соединяется, все подробно. Игрушка в размере 10 сантиметров. Единственное, что вот эта вот кошечка получилась у меня больше, потому что я крючок взяла плотнее. Ну, даже можно просто маленькие такие игрушки вязать, просто взять крючок побольше и собрать коллекцию для ребенка, если есть там малыш родился, да, собрать коллекцию домашних животных, коллекцию лесных животных и так далее. Так что приглашаю вас к себе в группу ВКонтакте. Сегодня вышел уже пост, и можно приобрести мастер-класс со скидкой 210 рублей. Потом будет стоить 300. В мастер-класс входит держатель и игрушка, как собирается игрушка-развивайка. Все, надеюсь, вам понравится. И надеюсь, вам понравился мой вязовлог с процессами. Буду рада за ваши лайки, за ваши комментарии. Это помогает продвижению канала. И приглашаю вас, напоминаю, ко мне в группу ВКонтакте. Все, на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.